Какой дар и подарок готовит вам судьба? Может быть, ваш внутренний дар, а может быть, судьба просто вам что-то подарит. А судьба вам дарит хорошего, преданного друга и надежного человека. Надежного, может быть, товарища, а может быть, просто надежного человека и человека, который вам будет предан, ну, давайте так скажем, до последнего вздоха. Это очень хороший дар. Это вам нужно знать про себя. Общий расклад Таро для мужчин и женщин, гадания на картах на судьбу, на будущее, на ситуацию. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшнее наше гадание на картах Таро онлайн мы посвятим с вами гадание на повороты судьбы, перемены по судьбе, знаки судьбы и на будущее. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, и мы начнем по традиции с того, что попробуем посмотреть, как карты видят вас, вашу ситуацию, ну и что они видят в вашем поле. Итак, вы чего-то очень ждете какое-то сообщение и долгожданное сообщение. То есть вы рассчитываете получить какую-то информацию. Возможно, вы не всей информацией располагаете на сегодня, или, может быть, только ее получили. Может быть, учитесь. Ну и, может быть, ведете переписку с кем-то или с какой-то структурой. Да? Какие-то дела у вас могут быть, и вы ждете, допустим, переписки или вестей от какой-то организации, например, государственной или частной компании. Может быть, от какого-то приватного лица частного. Дела семейные, и, скорее всего, эта информация касается ваших семейных дел, но также это может касаться и не обязательно семейных дел, но оно повлияет на семью, да, то есть так или иначе эта информация связана с вашим близким окружением, может быть с детьми, может быть с мужем, с женой, с мамой, с папой, да, с родителями. Да, вот оно. И для вас эта информация, она прям на первом месте, смотрите. Сообщение важно, и важные документы, важная информация прямо у вас должна быть. Должна быть. Вам бы так бы хотелось бы ее получить. Ну и, может быть, вы ведете переписку с кем-то из близких. Может быть, пытаетесь наладить связь с кем-то из близких. Может быть, не знаете, что происходит с вашим близким родственником. Опять-таки муж, жена, брат, сестра, дети, мама, папа, да, такое. Окей, в общем, для вас информация прям на первом месте, и расклад-то про информацию, да, у вас. Ну окей, давайте смотреть дальше. Что-то касается замужества. Вас, вашего мужа, вашей жены. Может быть, вы давно ждете и рассчитываете на то, что повстречаете избранника или избранницу своего сердца. Может быть, беспокоитесь, как ваша дочь выйдет замуж или сын женится. Да? Может быть, ждете приглашения на свадьбу, на какое-то торжество или юбилей. А может быть, действительно ведете переписку с кем-то очень важным для вас человеком. Вообще, брачная, может, ждете долго весточки от человека, который действительно важен для вас на будущее, да, как партнер или партнерша. И тут прям государственная структура. Тут, смотрите, то ли вы ждете, что сделают вам официальное предложение, ваш избранник, избранница. Избранник обычно делает, а избранница согласится, да, на это. То ли, может быть, действительно какие-то документы, которые касаются ваших близких, и эти документы все-таки, эта информация, скорее всего, это все-таки документ от государства. Окей. Хорошо. А как дух? Мы всегда к духу обращаемся или к Богу. Кто любит Бога больше, да, как любит, выбирает, да. Смотрите, это божественное для вас послание. Кто, может быть, верит во Вселенную, это вот послание Вселенной. Я лично больше оперирую к духу, да,
Я с точки зрения духа, а вы выбираете сами. А вы мне в комментариях напишите, вы к кому больше апеллируете из высших сил, да? Судьбе, духу, Богу, Вселенной или, может быть, к темным каким-то силам. Хорошо, а как дух это все воспринимает? Дух говорит, что перед вами открываются необыкновенные, широченные, красивенные горизонты. И Дух говорит, что если сейчас у вас какой-то застой, то очень скоро вы сорветесь с цепи, сбросите якорь, все наладится, все освободится. Говорит, да оставьте вы эту ситуацию, да перестаньте вы ее контролировать, да все у вас получится. И ваши горизонты настолько широки, красивы и велики. Ну, давайте велики скажем, да, величие тоже не очень хорошо, но легки, что все получится, все пойдет, будет продвижение там, где его сейчас нет. Ну, окей, интересно. Хорошо. Первое, что я хочу спросить, нет, хочу пока не спросить, давайте немножечко инсайты посмотрим. Вот это сообщение, которое вы так вот сомневаетесь, волнуетесь, да, концерн, это больше волнующее сообщение, волнительное сообщение, оно о чем? О чем это волнующее сообщение? Волнующее сообщение очень важно для женщины, и оно, скорее всего, о женщине, но оно может быть и об отношениях, которые могут возникнуть, как вот этот вот прекрасный летучий голландец из ниоткуда. Дух вообще вам показывает сообщение с небес на самом деле. И тут, смотрите, нижние миры, влияние темных сил или обстоятельств, или судьбы от вас отпадают вниз, ведь якорь не летает. И корабль с якорем не полетит. И вот это сообщение волнующее, оно очень важно и влияет на женщину. И, может быть, допустим, касается ее как мамы. Или касается вашей мамы, или вашей дочери. Или вас как женщины в отношениях. Ну, а мужчина, если смотрит этот расклад, то это сообщение может коснуться его избранницу. Хорошо, что в семье у вас? Какие подсказки, советы, инсайты относительно вашей семьи? Ну, здесь есть суд, и какое-то сообщение, может быть, даже из зала суда или от государства придет к вам. Оно, скорее всего, придет в том аспекте, который вы ожидаете, в хорошем, потому что здесь хорошая карта. Но будет какой-то прорыв или в документах, или в судебных делах, или в разрешительных бумагах и разрешениях. Может быть, это и даже какие-то подтверждающие моменты, касающиеся, может быть, ваших статусов, дипломы, всякие визы, продление документов и так далее. Но оно коснется вашей семьи, скорее всего, в лучшую сторону. Поэтому все-таки вы ждете какого-то радостного сообщения и на личном фронте, и в связи с государством. Ну, давайте прочитаем это сообщение. Что будет написано в этом сообщении? Может быть написано. Привилегированная леди, то есть это будет очень хорошо для женщины. Статус женщины меняется, жизнь женщины улучшается. Ну и перед женщиной действительно открываются те возможности, о которых она мечтала, к которым она стремилась, которые она себе представляла и верила в них. Ну, даже, может быть, не верила, а, скорее всего, знала, что так будет. Смотрите, как хорошо. Ну и какое-то действительно сообщение все-таки придет вам от женщины. Будем надеяться, что оно хорошее. Что в вашем браке видят высшие силы или какие инсайты хотят вам
сообщить через карты Таро сегодня в раскладе высшие силы. Ну, смотрите, вас вовлекают в отношения, и в ваши отношения будет кто-то или что-то вовлечено. Вы будете поглощены или вовлечены в отношения, но вам придется в этих отношениях действительно работать. Поэтому, да, все хорошо, но любые отношения, я всегда говорю, что это работа. И как бы не менялся ваш статус, допустим, теоретически, и неважно, вы мужчина или женщина здесь, вам придется прилагать усилия и быть целиком поглощенной или поглощенным в этих отношениях. Окей. Хорошо. Давайте смотреть. То, что ждет вас в казенном доме. Что вас ждет в казенном доме? Ну, казенный дом – это государственные структуры. Что готовят вам государственные структуры? Государственные структуры могут вам сообщить не очень что-то хорошее. Это больное здоровье. Но, смотрите, может быть не очень хороший диагноз, поэтому готовься к лучшему, но имей в виду всякие моменты, да. Поэтому, допустим, из больницы могут быть не очень хорошие сообщения. Это раз. Но государственные структуры могут вас также и опечалить, к сожалению. Не очень хорошая карта, поэтому да, много и хорошего здесь уже, да, но иногда и не в вашу пользу может развернуться ситуация. Давайте посмотрим с точки зрения духа, почему так. Почему здесь государственные структуры могут вдруг вас фрустрировать, да? Причины вашей фрустрации. Причины вашей фрустрации могут быть связаны с мужчиной, имейте это в виду, и из-за мужчины. Может быть сообщение о нехорошем здоровье мужчины, болезни мужчины и трудном положении мужчины. Мужчина этот может быть как возле вас, да, допустим, ну, где-то в вашей стране, так и далеко от вас, да, то есть на дистанции мужчина, тут глобус видите. Мужчина, скорее всего, старше вас, это может быть и отец, ну, или мужчина, который так или иначе касается вашей семьи. Хорошо. Получили такие сообщения, давайте посмотрим. Чем судьба может порадовать женщину в связи с ее ожиданиями? Чем судьба может порадовать женщину в связи с ее ожиданиями? Кстати, это, между прочим, если вы с точки зрения женщины смотрите, это ваша карта. Угу. Надо же было букет вытащить. Это вы, значит, на свадьбе поймаете букет, да, если отправитесь на свадьбу. Ну, а если букет вытаскиваем, да, то женщину ждут легкость в отношениях, яркость красок в отношениях. Могут быть новые отношения и укрепление старых отношений. Окей. Как решится спор, суд или какой-то конфликт в вашей семье? Чем он решится? Семья и суд. Проверяем. Будет освобождение. Давайте так скажем, ни вашим, ни нашим, но вам станет намного легче, и главное, что он закончится. То есть этот суд и спор прекратится, и прекратится тем, что вам обоим в этом споре и в этом суде будет легко. Вы выйдете из суда так, вздохнете и больше к этому вопросу возвращаться не будете. Облегчение. Хорошо, повышение статуса этой женщины и сообщение, да, куда она ее приводит. Повышение статуса женщины к чему ведет? К чему ведет повышение статуса женщины?
к объединению семей. Поэтому, смотрите, ваше замужество или ваша женитьба, ну, для мужчины тоже сегодня смотрят у нас активненько, но у вас объединение семей, что-то касательно семьи, радостное вы получите, и если вы женщина, вы вольетесь в семью, скорее всего, того мужчины, о котором вы думаете. Ну, если вы мужчина, то женитесь, да, и укрепите свой род, ну, за счет женщины, которую вы избрали, за счет своей избранницы. Во что вы будете вовлечены со своим мужем и с женой, если таковые есть, ну или с близким вам человеком, вовлечение, да, ну или какие испытания вас ждут в браке, испытания в браке. Черная кошка, будут трудности. Давайте посмотрим, какого рода трудности могут ждать вас. Трудности могут быть с детьми, ну и трудности могут быть с теми детьми, которые уже есть и которых еще нету. Да? Черная кошка всегда трудности. Какие-то сюрпризы. Ну, давайте потом посмотрим. Хорошо, вот этот больной или болеющий человек, да, ну, так, мужчина вроде бы как, ну, вы смотрите по своей ситуации, тут больше, конечно, мужчина рядом. Давайте спросим. Насколько все серьезно с этой болезнью? Может, кто приболел, посмотрите. Болезнь серьезная, испытание серьезное. Это кармический крест, кармический узел и карма. Поэтому могут быть серьезные проблемы у вас, как со здоровьем какого-то человека, ну, скорее всего, все-таки мужчины, хотя смотрите по своей ситуации. И если проблемы какие-то, да, вот от государства, да, то они могут вас преследовать, эти проблемы. Но крест – это преследование проблем всегда, да, то есть испытание серьезное. Поэтому, если еще пока не поздно, высшие силы вам советуют как минимум серьезно отнестись к здоровью своему, или того человека, которого вы думаете сейчас, ну, например, там чей-то папа, да, или чья-то мама, да, чьи-то родители, или чей-то сын. И, ну, чтобы, допустим, из больницы ничего не приходило, да, вы можете как-то на это повлиять еще, возможно. Ну, а если это не больница, да, допустим, а какая-то государственная структура, то лучше перебдеть, да, то есть не допускать каких-то ошибок кармических. Если она уже совершена, то, ну, значит, может как-то подумать о том, как можно быть готовым к этому, да, то есть найти какие-то, предусмотреть какие-то точки выхода, если уже был вход кармический, да. Хорошо. Что вам хочет сообщить мужчина, который на небе, ушедший от вас? Что хочет сообщить мужчина с небес? Может быть, это муж ушедший, папа чей-то или сын чей-то. Ну, по-разному может быть, да. Вообще, ну, это больше, конечно, отец и муж. Да, ну, кто знает, с кем сейчас будет говорить, что он хочет вам сообщить. Что хочет сообщить. Угу. Будь осторожен, ты ходишь по лезвию бритвы. Тебе может грозить опасность. Ну, давай, из-за чего или в связи с чем? Темные силы могут быть рядом. И действительно, будь внимательна к здоровью своему. Обрати внимание. Ну и темные силы, они могут быть из разных источников. Мы сегодня с вами не делаем здесь диагностику на негатив. Если вы хотите, чтобы я в ближайшее время провел, напишите в комментарии. Если будет много комментариев и много лайков, да, то сделаем диагностику на негатив. Ну хорошо, темные силы могут принести тебе очень высокий риск. Не рискуй, как говорится, да. То есть давайте так. Я бы сказал, что ваш отец или тот человек, который ушел в мир иной, предупреждает вас об опасности. Будьте осторожны. Предупрежден, значит вооружен. Хорошо. Какая радость в отношениях входит у женщины? Букет проверяем. Радость в отношениях.
Радость в отношениях у женщины связана с поездкой, переездом, путешествиями. Может быть, это круиз. Ну и какие-то приключения. Но самое главное – это перемены. И это перемены к лучшему. К лучшему. От чего вы освобождаетесь после суда? Вот после того, как суд будет завершен, в чем вы почувствуете себя легким, как бабочка, да? И какую легкость ощутит ваша душа? Вы получите какой-то очень ценный подарок. Но, скорее всего, вы расцените это избавление от суда как дар. И вы будете чувствовать, что ваша жизнь начинается как будто с чистого листа. И, возможно, вы почувствуете больше сил. И на фоне приплыву цих сил, да, прихода этих сил, вы почувствуете, что в вас внутри открывается какой-то ваш дар. Но, скорее всего, здесь, знаете, вы выйдете из какого-то процесса суда, спора с ощущением того, что фух, наконец-то, и теперь у меня появляется столько возможностей, что я реализую все, что я захочу. Это вы сами себе так скажете. Хорошо. Сила рода хотят вам сообщить. Именно род. Не отец, не мужчина, да, а силы рода. Что хотят вам сообщить силы рода? Или о чем? Тебя ждет трудная работа. И да, ты получаешь какой-то статус. Да, ты становишься привилегированной женщиной. Да, возможно, ты, может быть, даже и переедешь куда-то. Но это не означает, что ты свесишь ножки, да, и перестанешь трудиться, развиваться, самореализовываться, апгрейдить себя, улучшать себя каким-то образом. Да. То есть сила рода говорят тебе: не расслабляйся, работай, прилагай усилия. И если у тебя, допустим, сейчас не получается там, стать привилегированной особой, работай над этим. Не обязательно работай на работе, да, но работай над тем, чтобы повысить статус. Чтобы, например, либо зарабатывать больше, либо быть в другом обществе и так далее. То есть тебе нужно трудиться. Хорошо. Какие неожиданности или неожиданные повороты, может быть, даже где-то сложные, ждут вас в связи с вашими детьми? Ну, смотрите, здесь ваш ребенок, если это мужчина, он может быть повышен в статусе. Также, если вы чувствуете, что за вашим, особенно сыном, ведется какое-то преследование, ну, здесь темное окошко, из-за чего и вовлечение, то особенно сына могут преследовать полиция, военные, ну и государственные структуры. К сожалению, здесь рядом крест, здесь рядом больница, поэтому предупредите своего сына, если он боится, допустим, или опасается по поводу преследования, ну, тогда, значит, такой знак идет. Ну, а если ваш сын такой прям бравый служака, да, или военный, например, да, то может и быть повышен, да, в звании. Смотрите, тут уже применяйте к своей ситуации. Давайте посмотрим причины креста, то есть кармического узла в здоровье у вас и в каких-то проблемах с государством. Такое часто бывает, что вот людей преследует государство или плохое здоровье. Правда же? Бывает. А тут крест. Почему так? Источник причин креста в здоровье и государственных делах. Ну, это какая-то либо родовая программа, к сожалению, потому что комьюнити – это большее окружение, но это или родственники, тут рядом род есть, или из вашего окружения кто-то, кому, возможно, вы не уделили должного внимания. Ну, смотрите, здесь
по-разному бывает, да, но, скорее всего, все-таки это родственники, либо близкое ваше окружение. Где и в чем кроется дьявол и коса? Ну, сами понимаете, что такое коса, не буду ее озвучивать, да, говорить про нее вслух. Вы сами догадаетесь, что такое коса. В чем кроется дьявол и коса? Ну, чего стоит опасаться по-настоящему, да, давайте так спросим. Чего по-настоящему стоит опасаться? По-настоящему опасайтесь больших рисков. Не лезьте на рожон, не накаляйте обстановку. Опасайтесь войны, пушек и всего, что связано с военными действиями. Ну и опасения могут быть там, где не закрытый конфликт. Поэтому закрыть конфликт миром для вас, як кажуть, конче необхідно, да, или очень важно, да. Окей. Какие перемены могут возникнуть в вашей жизни, если вы вдруг переедете, да? Проверяем вот это. Вдруг переедете, и вдруг вы хотите переехать, да? Какие перемены возникнут в вашей жизни, если вы вдруг переедете? Перемены в личной жизни. Вы еще не передумали переехать? Тогда мы открываем карту, да? Вы знаете, ну, золотая пословица, да, куда бы ты ни ехал, везде в дорогу ты берешь себя с собой. А здесь как раз тот случай, когда вас могут преследовать, вас может преследовать прошлое. Поэтому, если будете переезжать, перед переездом обязательно сделайте обряд отвязки. Обязательно. Поэтому какие перемены? Любые перемены, и хорошие в том числе, да вот только прошлое может догонять. И здесь это не шутки. В этом раскладе крест впереди. А крест – это что-то, что вы берете с собой. Ну, как минимум, какой-то кармический узел может быть. Поэтому, скорее всего, вы будете переезжать, но будете за собой тянуть что-то из прошлого. Перемены хорошие, они перспективные, и они не говорят о том, что все будет плохо впереди. Но тень прошлого может вас или останавливать, или мешать вам. Ну, или будет такое ощущение, что вы переехали, например, а ничего не поменялось. Или переехали, а стало хуже. Понимаете, да? То есть вы не будете замечать нового чего-то, да, за преследованием старого, да, или из-за преследования старого. Какой дар и подарок готовит вам судьба? Может быть, ваш внутренний дар, а может быть, судьба просто вам что-то подарит. А судьба вам дарит хорошего, преданного друга и надежного человека. Надежного может быть товарища, а может быть просто надежного человека и человека, который вам будет предан, ну, давайте так скажем, до последнего вздоха. Это очень хороший дар. Если это ваш дар, вдруг вы в себе откроете, то вы научитесь служить. И эта служба будет по-настоящему для вас. Ну, открыто, и эта служба будет вам в радость, а не в тягость. Потому что не каждый человек может служить. Но мы все служим не только себе для чего-то, но и кому-то для чего-то. И иногда только карма нам показывает истинную суть нашей службы друг другу. Окей. Хорошо. Какое испытание, toil and labor, какое испытание вам готовит судьба? Сложное испытание. Но если вы боитесь смотреть эту карту, промотайте на следующую. Женщина может открыть в себе ведьму. Может. Никогда не поздно открывать в себе ведьму. Но и если вы чувствуете, что вас преследует какая-то ведьма, то испытания, связанные с этой ведьмой, не исключены еще в вашей жизни. Вот поэтому нужно себя отвязывать, если эта ведьма преследует вас из прошлого.
Хорошо, официальная персона. Что может сообщить вам? Хорошее или не очень? И вообще, с чем это может быть связано? Сообщение важной персоны, официальной. Ну, тут смотрите, важное сообщение от официальной персоны может как вам как помочь, так и вам навредить. Поэтому все зависит от контекста, в котором вы смотрите этот расклад. И если вы смотрите этот расклад и понимаете, что важная персона может вас причинить вам вред, опасность, то оно так и будет. А если вы чувствуете, что важная персона – это какой-то помощник из государственной структуры, да, тогда он вас выведет из лабиринта. Поэтому смотрите по контексту своей ситуации. Лабиринт может быть как вход в лабиринт, так и выход из лабиринта. Давайте, здесь какая-то сложность, о сложной ситуации какой-то. Давайте уточним, что. И, возможно, вам придется защищаться, и, может быть, нужен адвокат, да, защита, защитник, адвокаты, здесь юридический дом и суды всякого рода. А может быть, у вас получится благодаря этому человеку защититься. Либо вам придется искать дополнительную защиту. Все-таки здесь защита выпадает. Что говорит ваше окружение? Да, ваше окружение. И как это связано с этой кармой, с этими болезнями и с этими проблемами в доме в этом, да. Здесь смотрите, здесь что-то с родом идет. Если вы знаете, что у вас кто-то из родственников может иметь с вами какую-то связь, и вы идете по одной и той же негативной программе с родственниками, то это говорит о родственниках. То есть, что говорят ваше окружение? Ваши родственники могут вам создавать кресты, да, условно говоря, и проблемы и со здоровьем. То есть, если это проблема со здоровьем, то это наследственно, да. А если это проблемы с законом, то это тоже наследственно, к сожалению. А если это проблемы с магией или с женитьбой, с союзом, то это тоже наследственно. Это, скорее всего, кармический узел и родовая программа. Насколько все опасно по этой карте? Насколько опасно этот дьявол, коса? И вообще, что вам советуют карты Таро, чтобы не углубиться в эту вертикаль, и чтобы освободиться? Возможно, освободиться так, чтобы у вас все было, и вам за это ничего не было, как говорится. Да? Что сделать для того, чтобы у вас все было, но вам за это ничего не было? Вам желательно развязать кармический узел и сделать отвязку в прямом смысле слова. Этот мост начинает эту вертикаль, да, мы здесь про кармические узлы говорим, и вам прямо держит, нагоняет карма. Поэтому подумайте, где вы нагрешили, где вы, может быть, кого-то обидели, может быть, с кем-то резко повели, сильно гонорливо, да, как говорится, хонор, слышите, гонор. Гонор и хонор – это один и тот же корень. Может быть, с кем-то поступили себя нечестно. Или, знаете, так, рога – это по-скотски иногда. Да? Мы можем все делать какие-то ошибки, совершать, поэтому подумайте. Здесь нужно думать. Не рискуйте. Может быть, действительно коса, она здесь не сколько о рисках, сколько о том, чтобы обрезать эти нити судьбы негативные. Может быть, где-то с отцом какие-то нюансы у вас не улажены. И смотрите, вертикаль духа говорит об освобождении и перехода на другой, высший уровень, привилегированный уровень вашей реальности. А здесь карма, она вас держит и держит по этой вертикали креста проблем. Поэтому высшие силы в этом сообщении, месседжи для вас, и вам важно знать об этом, говорят о том, что очень скоро в вашей судьбе произойдет мощная отвязка. Вы услышите, как порвутся лямки, да, и будут сброшены окови. Ви на півкроки до незалежності, до справжньої волі. Я не буду казати про тих, кого до раю не пускають. Но здесь ситуация такая, что очень скоро вы развяжете кармический узел,
который откроет перед вами горизонт возможностей. И в этих возможностях вы обязательно ощутите свою волю, свою свободу и обязательно найдете то сокровище, которое так долго искали. Может быть, это ваша вторая половинка, а может быть, это тот дар рода, который вы так долго стремились открыть внутрі себя. Все буде добре, світла вам та вашому всесвітові. Почуємось. Па-па.